Национальный банк принял решение о снижении базовой ставки. Ее уровень составляет с сегодняшнего дня 9,25%. Коридор процентной ставки остался без изменений, плюс-минус 1 процентный пункт. Решение обусловлено тем, что позитивные тенденции, которые мы отмечали по итогам прошлого решения по базовой ставке, сохранились и остались без изменения. Мы видим, что замедляется годовая инфляция, сейчас ее уровень составляет 6,6% по сравнению с уровнем в 7,1% на начало года. Инфляционные ожидания также снижаются. На настоящий момент их уровень является самым низким за всю историю наблюдений. В экономике Казахстана также продолжаются позитивные тенденции. Краткосрочный экономический индикатор показывает рост. На последнюю отчетную дату он составил более 5%. Если говорить о внешних факторах, то здесь тоже больших изменений не произошло. Цены на нефть находятся на достаточно высоком уровне. С начала года их уровень не снижался ниже 65, а в последние дни он превышает $70 за баррель. Мы ожидаем, что такая тенденция сохранится. Напомним, что наш базовый сценарий по ценам на нефть составляет $60. Та волатильность, которая наблюдалась на прошлой неделе на российском фондовом и валютном рынке, оказала небольшое влияние на Казахстан. И мы считаем, что это краткосрочное и умеренное. То есть наши предположения в отношении дальнейшей динамики инфляции, в отношении экономического роста остаются такими же, как я уже говорил, как по итогам прошлого решения по базовой ставке. И мы заявляли в прошлый раз, что базовая ставка будет снижаться, и мы это решение подтверждаем. В целом, если говорить о прогнозируемых, ожидаемых макропоказателях казахстанской экономики, то ожидания на этот год были довольно неплохими. Почему говорю «были», что буквально события последней недели, связанные с санкциями против России, крупнейшие компании подпали под санкции, они, конечно, вносят текущие коррективы в ожидавшиеся прогнозы. Но в целом, например, объем добычи ожидается, что вырастет по оптимистичным прогнозам до 87 миллионов тонн. В свою очередь, чистый экспорт нефти влияет на рост ВВП. Ожидался рост около 4%. Вот наш прогноз Public Policy Research Center, он несколько более сдержанный, 3%, но в целом 3% это тоже очень хороший рост. Пополнение и бюджета, и национального фонда на фоне растущих цен на нефть, ожидания по поступлениям достаточно оптимистичные. Но сейчас нужно смотреть, как будет бить по казахстанской экономике российские санкции. Поэтому, я думаю, 9,25 это до следующего рассмотрения. Оно отражает текущее состояние казахстанской экономики, я бы сказала, без учета антироссийских санкций. Как скажутся они на нашей экономике, это должен пройти определенный лаг для того, чтобы оценить их влияние на нашу экономику. Поэтому видно, что определенная напряженность международных отношений ведет к росту цен на нефть. Наш и ВВП, и доходы бюджета завязаны на котировке цен на нефть и на чистый экспорт нефти. Поэтому в этом отношении угроз для исполнения макропоказателей нет. Но главные риски связаны с реализацией антироссийских санкций. И следующий пакет, это только самый первый раунд, следующий пакет ожидается будет связан с запретом на инвестирование в государственные ценные бумаги. Как известно, в облигационных федеральных займах Российской Федерации есть большая доля нерезидентов. В этой связи, на мой взгляд, нам, Казахстану, руководству Национального банка важно определиться, будут ли ограничения на приход нерезидентов на рынок долгового финансирования того же Национального банка, по нотам Национального банка. Потому что в данный момент пока ограничений нет, не исключено, что отказ от инвестирования в государственные ценные бумаги Российской Федерации, он вынуждает инвесторов искать инвестиции на других развивающихся рынках. И у нас тоже довольно высокая доходность, которая интересна международным инвесторам. Но здесь нужно понимать, что за ростом прихода инвесторов, точно так же ориентируясь на волатильность на международных рынках, инвесторы могут уходить. Поэтому я думаю, что Национальному банку нужно предусмотреть
действия вот, возможных таких последствий отказа от от финансирования государственного долга Российской Федерации и возможного инвестирования, интереса инвесторов к нашему долговому финансированию. Нацбанк, как мы знаем, вчера снизил базовую ставку в надежде стимулировать экономический рост, в надежде через, наверное, увеличение кредитования экономики. И я думаю, Нацбанк тоже надеется, что банки второго уровня все-таки начнут кредитовать экономику. Пока все эти показатели снижаются, пока они не очень хорошие. Да, частично из-за списания, конечно, плохих займов, но тем не менее ситуация, хочется быть оптимистичным, но пока сейчас первый квартал не показывает того, чтобы мы хотели, вот эксперты на рынке, что простые частные компании, чтобы мы хотели, чтобы было бурное увеличение, там, рост кредитования, чтобы все это было. И поэтому мы еще раз призвали на Нацбанк, банки второго уровня, чтобы они, наверное, больше ориентировались на корпоративный сектор, чтобы они могли, чтобы легче было открывать бизнес, легче его финансировать.